Сегодня я вам расскажу, что такое опара Бига. На опаре Бига я делала недавно хлеб, посмотрите по ссылке в описании. Бига — это итальянская опара, обычно она плотная и долго выбраживается. В одной книге я прочитала такую историю. Говорят, что опару Бига изобрели итальянские пекари после того, как в 19 веке перешли на промышленные дрожжи и поняли, что вкус хлеба их не устраивает. После закваски он им показался каким-то скудным, плоским, однообразным. И тогда они придумали опару Бига, которая долго выбраживается, и постепенно в процессе выбраживания в том числе включаются и молочно-кислые бактерии, которые есть у нас в муке, и за счет долгого брожения биги обогащается вкус будущего хлеба. Я не уверена на 100%, что это правда, но история интересная. Давайте приступим. Для опары Бига потребуется очень мало дрожжей. Это прессованные дрожжи. Здесь полграмма. Если вы берете сухие, то в 3 раза меньше. Как взвесить полграмма дрожжей, если у вас нет ювелирных весов, я показывала, оставлю ссылку в описании. Берем эти полграмма дрожжей. Вообще на Бигу идет от 1% до 0,1% дрожжей от веса муки. У меня в Биге будет 200 граммов муки, поэтому 1% это 2 грамма, 0,1% это 0,2 грамма. Я решила взять 0,5 грамма дрожжей на 200 граммов муки. 120 граммов воды и размешаем дрожжи с водой. Я взяла пшеничную муку первого сорта, 200 граммов муки. И это все, что нам нужно в опаре. Замешиваем опару. Опара плотная, поэтому замешивать ее удобно на столе. Собирайте все крошки, всю сухую муку, все нужно вместить внутрь. При брожении опары Бига, хоть мы используем дрожжи, у нас все равно тесто приобретает новое качество, потому что просыпаются те молочно-кислые бактерии, которые у нас изначально были в муке. То есть мы, используя самые обычные продукты, самую обычную муку, обычные дрожжи и воду, придаем хлебу новые свойства. Сильно упорствовать замесом не нужно. Самое главное, чтобы она у вас соединилась вот в такой единый комочек. Можно оставить на 5 минут и подмесить еще до более однородного состояния. Через 5 минут вернулись к нашей будущей опаре. Опара Бига, как правило, вот такая плотная бывает больше, меньше плотности, но она обычно густая. Дальше, в чем секрет этой опары? Самое главное – это долгое брожение. Если мы оставляем ее при комнатной температуре, то она у нас бродит не менее 12 часов. 12-16, иногда даже 24 часа при комнатной температуре, это 21-24 градуса тепла. Что можно с ней делать еще, я вам расскажу после того, как опара у нас подойдет. Вчера я поставила опару Бига, она у меня пробродилась 17 часов. Смотрим на ее состояние. Вот такая вот она. Рыхлая, пышная, уже начала проваливаться. Это значит, что опара полностью созрела. Когда она вот таким куполом, это она еще на пике. Когда она уже проваливается, значит, пик у нее проходит, и она уже проседает. Когда опара созрела, мы с ней можем поступить двумя способами. Первое – это, конечно же, замесить хлеб. И второе – сохранить опару для будущих замесов, для будущих хлебов. Вот такая у нас активная опара. Отбираем от нее часть, например, 100 граммов. Сейчас я к ней добавлю 100 граммов муки, 60 граммов воды. И снова я ее замешу. Промешиваю ее до однородности. И смотрите, что мы сейчас делаем. Сразу отправляем ее в холодильник на температуру от 5 до 8 градусов тепла. У меня это самая нижняя полка. И дальше она будет там у нас расти. Мы можем ее использовать в последующие замесы. Как в чистом виде, так и в комбинации с новой порцией дрожжей, так и в комбинации с новой порцией закваски. В зависимости от того, на чем вы печете. Отправляю в холодильник. Ну и чтобы завершить сюжет об опаре Бига, скажу, что же делать с ней дальше. В идеале, как и закваску пшеничную, ее, конечно, хорошо бы кормить каждый день, либо через день, и печь каждый день, либо через день, но это возможно только в условиях пекарни, производства, либо если вы печете постоянно на заказ. Если же вы печете пару раз в неделю или даже один раз в неделю, пару раз в неделю нужно кормить Бигу, то есть вы ее достаете, точно так же отделили часть,
как я до этого показывала, добавили муки и воды, замесили и оставили в холодильнике. Делайте это с интервалом примерно 3-4 дня и продолжайте на ней печь. Если вдруг на ней появились какие-то темные пятна, какой-то непонятный неприятный запах, сразу все выбрасываем и заводим заново опару бигой, если вам понравился этот способ. Но на этом все. Знакомство с бигой у нас на этом пока завершается. Может быть, я еще что-то придумаю. Если вам было интересно это видео, ставьте лайки, зовите друзей и знакомых, подписывайтесь на мой канал. Здесь мы с вами говорим о хлебопечении и его секретах. Продолжим с вами печь и испечем еще много всего интересного.